Шестеро геодезистов пробирались сквозь плотные заросли дикой тайги, где едва пробивался свет, а под ногами пружинил толстый ковер из мха и переплетенных корней. Их оборудование едва не цеплялось за низкие ветки, компасы иногда сходили с ума, а рации ловили только жуткие трески, будто из старых фильмов про марсиан. Едва они вышли на небольшую поляну, началось самое странное, что-то будто мелькнуло в высокой траве у самого их лагеря, словно луч света, но ни одного лучика солнца тут не было. Они не спешили разбивать лагерь, пока не убедились, что поблизости нет крупных зверей. Но внезапно один из них, старший инженер по имени Джон, почувствовал, как кто-то мелькнул прямо у его ботинка. Джон отскочил, но вместо привычных мышей или белок его взгляду открылась крошечная фигурка ростом не больше 16 дюймов, да и та почти сразу исчезла в мхе. Остальные посчитали, что он переутомился и видел тень. В тот же вечер команда уже сгрудились у небольшого костра, когда послышался странный писк и легкий звон, как будто стеклянный шарик катится по железу. Один из геодезистов, Стив, заглянул за рюкзак и на мгновение увидел несколько крошечных фигур. У них были странные плащи, лица почти не различались, а движения были быстрыми и четкими, будто у муравьев. Но стоило моргнуть — никого. Сам костер потрескивал ровно, но ветки рядом с ним вдруг рассыпались, словно кто-то невидимый пробежал по ним. В какой-то момент инструменты начали исчезать. Сначала маленький отвес, потом металлическая лента, а после и вовсе пакеты с провиантом. Джек, отвечающий за технику, вскрикнул, увидев, как его компас словно подпрыгнул сам по себе и исчез в кустах. Все решили обыскать территорию вокруг костра. Они двигались очень осторожно, обходя каждый куст, при этом ощущая иногда легкое подрагивание земли под ногами, как будто под мхом кто-то двигается целой колонией. Один из них, Майкл, споткнулся и упал, проломив мох и обнажив крошечный туннель, в котором действительно что-то промелькнуло. Крошечная фигурка, едва ли превышающая длину ладони взрослого мужчины. Крошечной лампой в руках она исчезла в глубине тоннеля, оставив только запах земли и странное ощущение, будто за ними наблюдают. Геодезисты вернулись к лагерю, где вокруг палаток лежали крошечные круглые камни, идеально откатанные и выстроенные в полукруг. Они сгрудились, взяли фонари и стали осматривать местность. Ни одна птица не кричала, ни одно животное не показывалось поблизости, словно вся живность обошла стороной эту территорию. Внезапно в районе старого валежника послышался хруст, и кто-то, явно невидимый и очень маленький, выскользнул на глаза. Он был всего около 16 дюймов, его рука сжимала что-то похожее на крохотный металлический прибор. Команда переглянулась. Они впервые сталкивались с тем, что науке просто не поддается объяснению. Следующая ночь прошла тревожно, палатки кто-то трогал снаружи, что-то царапало мох, а утром несколько следов от крошечных ботинок вели вглубь леса. Среди насмешек и страха геодезисты решили найти этих загадочных существ и понять, кто же они такие и почему появляются только здесь. Но они еще не знали, что впереди их ждут следы, которые не оставляет ни одно известное животное, и загадочные исчезновения вещей, за которыми явно стоит чужой ум. На рассвете команда сразу заметила, что рядом с кострищем пропали сразу 2 ножа, а под тяжелым термосом кто-то аккуратно вырезал кусок мха. Стив первым увидел странную дорожку. Цепочка крошечных следов уходила в чащу и терялась среди корней. Каждый след был не больше почтовой марки, с отпечатками тонких подошв. Вдоль пути лежали обломки тонких веточек, перетянутых травинками, будто кто-то сооружал для себя мостики. 6 геодезистов не выдержали и двинулись за следами, не успев даже позавтракать. В нескольких шагах от лагеря Стив обнаружил первый сюрприз. На узкой кочке стоял крошечный металлический обруч, спаянный словно ювелирное украшение. Около обруча валялся маленький гвоздик, который исчез с их ящика инструментов ночью. Подобрав находку, они внезапно услышали короткий свист, словно кто-то свистит между 2 веток. Обернувшись, ребята увидели, как из высокой травы мелькнула тень. Неведомая фигурка метнулась в сторону, и земля зашевелилась, оставив после себя крошечную воронку. В этот же момент Майкл бросился к своей сумке, из внутреннего кармана пропал перочинный нож. Все осмотрели лагерь и заметили, что палатка Джона была вскрыта очень аккуратно. Крошечные надрезы на ткани выглядели так, будто кто-то работал миниатюрными инструментами. Джек поднял угол своего коврика и нашел там свежую, еще влажную ямку. Внутри лежал его пропавший отвес, обернутый в тонко выделанную кору, словно его специально спрятали. Ребята начали осматривать каждый дюйм вокруг лагеря. Травянистая тропинка вела их к старому упавшему дереву, в мхе которого кто-то выкопал сеть крошечных тоннелей. Внутри ходов еле заметно шевелились какие-то миниатюрные существа. Иногда мелькали блики от крошечных зеркал, установленных между корнями. Их явно использовали как сигнализацию. Вдруг вдали раздался щелчок, и на тропинку выкатилась крохотная тележка, собранная из старых пуговиц, проволоки и кусочков пластика. Детали, которые утром банально отсутствовали в ящике Джона.
Тележка шустро скрылась в одной из прорех между корнями, за ней тут же захлопнулась заслонка из мха. Команда стала замечать, что почти каждая исчезнувшая вещь не просто пропала, она или ее часть появлялись в странных местах. Металлическая лента, например, была натянута между двумя пнями, образуя пружинистый мостик, по которому быстро пробежала пара крошечных фигур, мгновенно скрывшихся в норах. Пока Майкл проверял инструменты, на его глазах прямо из-под его рюкзака исчезла карандашная стружка. Никто не понял, как это происходит, но стоило отвлечься, какие-то предметы словно растворялись в воздухе. Только когда закат окрасил небо, они заметили совсем уж странное явление. Крошечный медный шарик катался туда-сюда по площадке перед палатками, подталкиваемый невидимой силой. Подойдя ближе, ребята увидели четкую цепочку следов крошечных ног, а шарик внезапно исчез прямо у них на глазах, будто провалился сквозь землю. Стало ясно, что обитатели леса не только наблюдают за ними, но и умеют мастерски ускользать, не попадаясь на глаза. В то же время исчезающие инструменты и продукты начинали попадаться в абсолютно неожиданных местах. Например, отломанная ручка Джона аккуратно лежала на мху среди круглых камней, а коробка спичек была подвешена между двумя веточками, словно флаг. Ночью никто не сомкнул глаз, сквозь сон доносился легкий стук и еле различимый шепот. Казалось, миниатюрные существа устраивают целые экспедиции по лагерю, забирая только мелкие вещи, не вредя самим людям. Утром рядом с палаткой кто-то оставил нарисованный углем сложный символ. Круг, вписанный в треугольник, который никто из команды не мог узнать. В то время как геодезисты ломали голову над происхождением странных символов и исчезающих предметов, невидимые жители все сильнее вмешивались в их жизнь. Исчезновения были не случайными. Все, что пропадало, находилось потом в виде невероятных конструкций, будто у миниатюрных обитателей есть свой собственный технический прогресс. Впрочем, это было лишь началом знакомства с невидимыми мастерами, чьи необычные устройства ждали своих открытий впереди. Едва рассвело, как Джек заметил, что земля возле их костра словно покрыта узором из миниатюрных линий, будто невидимая рука вычерчивала схемы прямо поверх влажного мха. Он присел, чтобы рассмотреть поближе, и тут увидел два крошечных колеса, не больше пуговицы каждая, прикрепленных к деревянной раме размером с ладонь. Эта конструкция напоминала тележку, но сделана она была из остатков их карандашей, тонкого алюминия от банки и отполированных косточек. Когда Джек попытался взять устройство, оно вдруг рвануло в тоннель между корнями, оставив после себя еле заметный паровой шлейф с запахом горелой хвои. Стив с раннего утра не отходил от своего ящика с инструментами, но все равно пропали 4 булавки и кусочек лески. Через полчаса он заметил, что в кустах между двумя обломками веток кто-то смонтировал крошечный арбалет. Ствол был скручен из проволоки, вместо тетивы их собственная леска, а крохотный болт явно срезан с их палочек для еды. К арбалету была прилажена система зубчатых колес, вырезанных будто бы лезвием из металлической упаковки от консервов. Джон обследовал тоннели под мхом, таясь и выбирая каждый шаг. Он заметил, что в некоторых отсеках мха спрятаны сложные механизмы, где веревочные блоки поднимали или опускали небольшие люки, построенные из коры и обломков железа. Один миниатюрный домик, искусно врезанный в гнилой корень, был освещен крохотной лампой. Внутрь аккуратно встроен их исчезнувший электрический фонарик, прозрачная часть стекла была срезана и вставлена в окошко. Пока остальные разглядывали странные следы, Майкл заметил среди мха небольшую дымку. Присмотревшись, он увидел нечто похожее на заводной механизм. Основа из 2 медных проволочек, соединенных так, что они подпружинивались друг к другу, а крохотные крылья из листьев хлопали поочередно, разгоняя в воздух пыльцу. В самом центре устройства поблескивал их пропавший медный гвоздик. Эта штука медленно ползла по мху, пока вдруг не затаилась под корягой, словно избегая прямого контакта. И снова команда обнаружила странную цепочку. Их скотч, исчезнувший накануне, был аккуратно намотан на небольшую катушку, сделанную из орешниковой скорлупы и гвоздя. Катушку миниатюрные жители установили на ось, и с ее помощью тянули по канавке кусок металлической ленты, образуя что-то вроде лифта, приводимого в движение сразу несколькими существами. Поздним утром Джек и Джон вместе заметили у подножия валежника необычное сооружение. Это была миниатюрная башня из аккуратно выструганных веточек и шишек. К вершине башни кто-то прикрепил их пластиковую линейку, превратив ее в нечто вроде антенны. Через крошечные отверстия в башне проглядывал свет, и по деревянным дорожкам быстро сновали крошечные фигуры в плащах из высушенных листьев. Возле основания башни лежали их исчезнувшие гайки. Теперь они служили противовесами в крошечной системе лифтов, которую местные явно сконструировали для подъема трофеев из мусора лагеря. Когда команда попыталась приблизиться, вся эта конструкция вдруг ожила. Миниатюрные рычаги начали работать сами по себе, поднимая и опуская маленькие корзинки из бересты. Любая попытка приблизиться вызывала ответную реакцию. Из отверстий вылетали хлопушки из шапок желудей, а дорожки буквально захлопывались ловушками, сделанными из натянутых нитей и согнутых веточек. У Майкла в этот момент из рюкзака снова что-то исчезло.
Он быстро обнаружил пропажу. Это был его миниатюрный фонарик, который теперь ослепительно мигал среди корней, освещая внутреннюю часть крошечного тоннеля. В стороне от лагеря на сухом камне Стив обнаружил нечто вроде панели управления, собранной из кусочков меди, пластика и карандашных стружек. На панели были выгравированы сложные символы. Одна часть составляла треугольник с кругом, другая напоминала карту с линиями, уводящими далеко в чащу. Джек наблюдал, как двое миниатюрных существ осторожно катили по ровной дорожке некое приспособление, похожее на роликовую платформу. На этой платформе лежала их исчезнувшая ложка, переделанная в нечто вроде антикварного совка. Вся платформа ехала по деревянным рельсам, проложенным в мху, и исчезла в очередном тоннеле. Ближе к полудню, когда туман начал рассеиваться, вся поляна перед лагерем оказалась в сети миниатюрных предметов. Здесь были мини-ворота, сплетенные из зубочисток, крохотные флаги из их салфеток, подсвечники из гильз и даже целый тросовый мостик, похожий на макет детской железной дороги. Самым странным было то, что все эти устройства работали. Двери отворялись, лифты поднимались, мостики амортизировали при малейшем касании. Команда поняла, у крошечных жителей есть сложная система обмена и сигнализации. Любой посторонний звук вызывал движение в их поселениях. Зеркальца отражали свет, пружинные ловушки закрывались, а миниатюрные арбалеты натягивали леску, будто готовясь к защите. Джон решил оставить на поляне кусочек шоколада, просто чтобы проверить реакцию. Уже через минуту из-под мха показалась крошечная рука, быстро схватила лакомство, и конструкция тут же затихла. Оставив еще несколько безделушек, геодезисты спустя некоторое время увидели, что их вещи появляются в новых мини-механизмах чрезвычайно сложного устройства, которое они раньше бы назвали невозможным. Чем дальше они наблюдали за этим миниатюрным технологическим чудом, тем яснее становилось. Эти существа не просто прячутся и собирают, а целыми ночами строят вокруг лагерь целые поселения. Но самое загадочное только начиналось. В лесу, куда не решаются заходить даже местные, их ждали еще более шокирующие открытия, и только храбрость могла привести их к разгадке, которую люди прежде не встречали. В северных поселках, разбросанных на много миль вокруг таежных чащ, взрослые не ходят ночью к опушке. Здесь не встретишь детей даже днем. Только редкие старики отваживаются зайти на край леса за хворостом, и то возвращаются быстро, не оглядываясь. Местные рыбаки обходят стороной один и тот же участок, хотя там полно ручьев с крупной форелью. Самые храбрые из охотников вспоминают, как однажды в весеннюю распутицу псы вдруг отказывались идти в густую чащу, зарывались носом в землю и начинали выть. Тогда взрослые, не говоря ни слова, быстро уходили назад, оставляя часть снаряжения. Баба Глаша, старейшая жительница вымирающей деревушки, каждую вечернюю зарю затапливает печь и шепчет всегда одну и ту же историю. Раньше на этом месте стояли 2 избы, но люди ушли за одну ночь. Гладея свое овчинное одеяло, она показывает на выжженное пятно у леса и рассказывает, что после странного визита в доме исчезло несколько катушек ниток, прялка была разломана и сложена в крошечную стопку, а на пороге кто-то выложил из угольков маленький треугольник с кругом внутри. Следующим утром в огороде остались узоры, крошечные полоски, как будто кто-то нарисовал копытцем по росе. Пастух Петр, несколько лет гоняющий стадо к опушке, рассказывал, что в глухую ночь слышал за спиной чистый детский смех, но когда оборачивался — никого. В другой раз уздечка его лошади утром была перевязана тончайшей косичкой, сделанной из человеческих волос, которых у него и быть не могло. Еще через день пропала старая алюминиевая ложка, а в хлеву кто-то сложил из нее маленькую лопатку с рукояткой из осиновой коры. В середине осени местные женщины однажды заметили, что на бельевой веревке кто-то утром аккуратно повесил несколько крошечных берестяных корзинок. Внутри каждой корзинки лежала косточка черники и полоска ткани, срезанной так ровно, будто работал мастерский нож. С тех пор хозяйки вешают белье только при свете дня и обязательно следят за каждым движением в сторону леса. Дети же всегда держатся вместе, если кто-то хоть заговорит о прогулке по мхам, где трава выше пояса. Несколько лет назад 2 мальчишек, собиравших ягоды, вернулись домой заплаканными. В их карманах исчезли монетки, а на ладошках остались линии, будто бы нарисованные невидимым мелом. Треугольник, круг и маленький крестик. Тогда взрослые обыскали всю округу и нашли лишь аккуратную кучку из мха, перевязанную ниткой цвета рябины. Ближайший лесник по имени Тим вернулся однажды с обхода и выглядел как никто другой испуганным. Он уверял, что ночью видел свет в чаще, будто кто-то ходил с фонариком, но когда он приблизился, вся опушка зашевелилась, а фонарь вдруг взмыл вверх и исчез, оставив легкий аромат горелой хвои. Позже он показывал участникам экспедиции свою кепку с аккуратным надрезом и говорил, что нашел внутри крошечную косу из бересты. Странные вещи происходят не только ночью, даже днем бывали случаи, когда у местных пропадали железные крючки, а позже находились в странном виде, например, сплетенные в крошечную цепочку, которую дети боялись трогать. Хозяева сенокосов иногда замечали, что их виллы, оставленные на ночь у входа, утром перемещались на несколько ярдов, и рядом в земле были вдавлены малюсенькие отпечатки в виде сапожков.
Лошади рыскают и фыркают, если пасти их на том участке. Говорят, чувствуют запах неведомых трав и странное гудение, будто в воздухе висит напряжение. Местные верят, что в тех местах не стоит громко смеяться, включать музыку или разжигать большие костры. Однажды компания туристов попыталась остаться на ночь у опушки. Их палатки утром были смяты как тряпичные игрушки, а рюкзаки висели на верхушках деревьев. Над костром кто-то выложил из хвороста миниатюрную лестницу, и рядом лежала аккуратная пирамидка из камней. Старый почтальон рассказывал, что в особенно темные вечера на дорожке между деревней и лесом появляются маленькие фигурки, идущие в одиночку. Они не оставляют следов, но их тени мелькают на заборах и лесных прутьях. После таких ночей в деревне пропадают мелкие инструменты – наперстки, булавки, гвозди и даже пустые деревянные катушки. Кладовщик фельдшерского пункта убежден, если не вовремя оставить у окна свежий хлеб, на утро весь ломоть исчезает, а на стекле кто-то рисует круг с волнистой линией внутри. Бывший учитель химии однажды сам наблюдал, как его карманные часы вдруг пропали, а через день он нашел их аккуратно разобранными у столба, причем каждая шестеренка была разложена по отдельности. В последние годы местные люди ходят на опушку только по большой нужде и всегда оставляют подарки – веточку рябины, лоскуток ткани или маленький пирог. Только так здесь чувствуешь себя в безопасности. Никто не рискует оставаться даже у костра дольше сумерек. Считают, что после того, как стемнеет, в лесу все становится другим, и то, что маленькое, становится главным. В этих местах молчание – главное правило. Не спрашивают, почему пропадают вещи, не рассказывают, что видели в траве. Лишь иногда по ночам, когда над лесом встанет молодая луна, между деревьями мелькнет серебряная полоска, будто кто-то очень маленький несет свою добычу, и именно тогда жители затворяют ставни и плотно закрывают двери. Тишина леса, таежный мох и привычка не нарушать границы. Вот почему в эти чащи редко ступает нога человека. Но именно туда, где местные давно уже боятся ходить, решили отправиться геодезисты, не подозревая, что впереди им откроется нечто гораздо большее, чем просто цепочка крошечных следов и летучих теней между корней. Утро началось с того, что Майкл, едва выбравшись из палатки, заметил у обрыва между старыми корнями странную впадину, словно кто-то аккуратно снял целый пласт мха и раздвинул его в стороны. Джон с фонарем присел ближе и подсветил. Под тонким ковром раскрывалась сеть крошечных ходов, ведущих вниз и в стороны, а стены сверкали, будто кто-то натер их медью или лаком. Стив осторожно повернул веточку, и в этот момент из глубины мигнула тусклая лампочка. Свет отражался от зеркальной поверхности, напоминая крохотный маяк, который сразу спрятался за изгибом коридора. Джек заглянул глубже и увидел маленькую дверь не выше 4 дюймов, обитую полосками их же скотча и украшенную крошечными косточками. Дверь плавно закрылась прямо у него перед носом. Кто-то внутри быстро повернул миниатюрный затвор, похожий на деталь от старого замка. Вокруг всей впадины четко просматривались тропки. На мху были вдавлены цепочки следов, ведущие к глиняным трубкам, которые выглядывали из земли, как вентиляционные шахты. Одна из трубок была скручена из полоски алюминия. Майкл сразу узнал свой пропавший вчера тюбик зубной пасты. Стив отвел ветку, и на свету появилась целая улица. Ряд крошечных домиков врос прямо в мох. Крыши были сплетены из сосновых иголок и листьев, а стены укреплены гипсовыми крошками, которые исчезли из их аптечки прошлой ночью. Некоторые окна были застеклены тонкой пластиковой пленкой от их карточек, а над дверями висели крошечные колокольчики, скрученные из фольги и пружинок от сломанных ручек. В одном дворе стояла мельница из зубочисток, и прямо сейчас пара фигурок в плащах крутила ручку, перемалывая внутри какой-то порошок, похожий на высушенный мох. Джон перевел луч фонаря дальше. На соседней площадке работал миниатюрный кран. Основа была из их стальных скрепок и проволоки, а рычаги — из аккуратно обрезанных веток, укрепленных прочной корой. К крану тянулась маленькая веревочная дорога, на которой висели корзинки из бересты, каждая загружена крошечными шишками, кусочками меди и их пропавшими гайками. Все это перемещалось между постройками, как на настоящем строительстве. Майкл на мгновение увидел, как две фигурки принимают корзинку, вытаскивают проволоку, а затем закрывают створку толстой корой. Рядом с одним из домиков была выложена шахматная доска размером с ладонь, фишки, сделанные из кусочков ракушек и шляпок желудей, а по периметру стояли миниатюрные фонари, в которых тлели головки спичек, исчезнувших из их рюкзака днем раньше. Стив попытался дотронуться до одного фонаря, но едва коснулся. Фонарь погас, и фигурки, что-то напевавшие у порога, вмиг исчезли в домике. В самом центре поселения возвышалась башенка из выструганных веток. На вершине башни был укреплен колесный механизм из их пропавших пуговиц и медных проволочек, который вращался от слабого ветра. К башне вели две канатные дороги. На одной из них как раз ехала корзинка с их металлической линейкой, подцепленной к деревянной оси и закрепленной словно армейский трофей. Вторая дорога спускалась в глубокий тоннель, из которого доносился легкий скрип и металлический звон. Джек заметил, что один из крошечных мостиков явно сделан из их исчезнувшей металлической ленты, закрепленной на опорах из косточек и смолистых прутьев.
Этот мостик вел через крохотный овражек к еще одному поселению, где прямо на крыше домика шевелились маленькие флажки. В каждом был вплетен обрывок их салфеток или носков, пропавших прошлой ночью. Вдоль улиц были воткнуты крохотные стрелы, сделанные из скрепок и ниток. Некоторые натянуты на миниатюрных арбалетах, скрытых в зарослях мха. Они заметили миниатюрную мастерскую. Здесь прямо на открытой площадке мелькали десятки крошечных инструментов. Миниатюрные пилы, собранные из лезвий их безопасных бритв, молотки из гвоздей и костей, крохотные плоскогубцы, явно спаянные из алюминиевой фольги и пружин. По столешнице ползла конструкция, похожая на паровой двигатель. Тело собрано из жестяной банки, а ходовой механизм из сигаретных фильтров и проволоки. Все наблюдали, как три фигурки в одинаковых зеленых плащах собрались у дома, втащили внутрь длинную искрящуюся ленту, а через несколько секунд в окнах мигнул свет. Исчезнувший фонарик теперь служил целому дому. Из дымохода каменного домика потянулся пар, а через дырочку в крыше вылетел маленький бумажный самолет с намотанной ниткой. Рядом с мастерской на земле стоял круглый механизм, своего рода мини-часовой механизм, где шестеренки были вырезаны из пластиковой ручки, а оси были сложены из ниток и маленькой катушки. Каждое движение этого механизма создавало легкий звон, который тут же отвечал эхом. И в этот момент вся улица как будто замерла, а затем снова ожила новым ритмом. В одном из домиков была видна крошечная кухня, где кто-то готовил еду на миниатюрной плите. Плита собрана из крышек от бутыля и деталей их зажигалки. На лавках у дома сидели маленькие фигурки, а одна из них что-то писала на полоске бересты, используя их исчезнувший карандаш, обломок которого спустя несколько дней нашли около старого пня. Поселения были связаны между собой тоннелями, канатными дорогами и крохотными мостами. Повсюду встречались механизмы из исчезнувших у геодезистов вещей. Гайки стали противовесами, скрепки рычагами, фольга зеркалами для сигнализации, а разрезанные ручки и карандаши превратились в основы для миниатюрных домов. Джон, Стив и Джек, увидев всю эту картину, поняли, что попали в настоящее царство миниатюрных инженеров. Вокруг было удивительно тихо. Только скрипели мостики, звенели колокольчики, и где-то в глубине тоннелей уносился писк голосов, которые по звучанию напоминали мелодии детской музыкальной шкатулки. Но именно в этот момент Стив заметил на краю поселения свежий след, ведущий в чащу, будто кто-то недавно ушел или ушли все разом. Впереди их ждали новые открытия, ведь в этих местах даже самые отчаянные местные жители боялись заходить глубоко в лес, а загадки становились только страннее. День выдался пасмурным, и вся поляна казалась будто накрытой огромным одеялом из серого тумана. Геодезисты привычно готовили завтрак, когда вдруг стало непривычно тихо, ни скрипа деревьев, ни шороха в траве. Джон попытался включить рацию, но та лишь трещала, словно полностью села батарея, хотя ее заряжали прошлым вечером. Майкл заметил, что его часы остановились ровно на моменте рассвета. Джек, поставив кофейник, вдруг услышал, как в кустах прошуршало что-то мелкое, так быстро, что даже не успел отреагировать. В этот момент Стив, который стоял у самой опушки, вдруг исчез из поля зрения остальных. Сначала все подумали, что он просто зашел за деревья, но когда Джон крикнул его имя, в ответ донесся только короткий звон, будто кто-то ударил ложкой по металлической крышке. Ребята бросились искать Стива. На траве вели еле заметные следы, но не человеческие. Ряд крошечных отпечатков уходил к старому валежнику. Джон бросился туда первым и едва не провалился в узкий лаз. На самой границе мха лежал рюкзак Стива, рядом с ним аккуратно вырезанный из бересты прямоугольник, и на нем, острым углем, начерчены два символа: круг с треугольником внутри и крошечная волнистая линия, пересекающая оба. Майкл попытался спуститься в этот лаз, но проход оказался слишком мал даже для детской ладони. Внутри явно кто-то шевелился, раздавался шум, хруст, словно целая группа крошечных существ торопливо что-то тащила. В этот момент у второго дерева вскрикнул Джек, рядом с его палаткой, прямо на земле. Оставили крошечную деревянную стрелу, аккуратно перевязанную полоской ткани от его пропавшего платка. Вокруг стрелы было насыпано черным пеплом слово, выложенное каким-то порошком, но разобрать удалось только половину. Остальное уже смыло росой. В лагере началась паника. Ни Стива, ни его голоса, и теперь уже трое геодезистов стояли на поляне, озираясь и стараясь не отходить друг от друга. Тогда Майкл предложил вновь осмотреть поселение миниатюрных жителей. Вернувшись к тоннелям, мужчины увидели, что почти все входы туда были закрыты крошечными заслонками, как будто жители поселка ушли. Механизмы не работали, фонарики погасли, лишь один слабый свет мигал из глубины коридора. Вокруг валялись два крохотных барабана из жести, аккуратно сложенные миниатюрные лески, а у подпорки моста кто-то оставил их исчезнувшую зажигалку. Джон достал фонарь и просветил тоннель. В самой глубине тускло отражалась полоска, явно металлическая, возможно, их линейка, что пропала накануне ночью. Но дальше проход был полностью засыпан свежим мхом. Майкл заметил узор на земле, кружки, соединенные линиями, как на старой карте для поисков сокровищ. В центре рисунка лежал небольшой кусочек бересты, на котором аккуратно вырезаны цифры и странные знаки.
Пока они гадали, что бы это значило, где-то в стороне раздался короткий свист, и в воздухе повисла паутина из тончайших белых нитей, ловушка, сработавшая от их движения. Джек, у которого дрожали руки, вдруг нашел у края поляны свежую записку, листок бумаги, написанный их исчезнувшим карандашом. В записке был начертан только один символ и несколько вертикальных черт, сопровождаемых мелким, почти неразличимым почерком. «Не ищите. Он внутри круга. Ни подписи, ни другого намека, только этот краткий посыл». Мужчины переглянулись. Кто-то из невидимых жителей явно умеет пользоваться их буквами. В это время, недалеко от лагеря, из-под кучи старых веток выскочила еще одна крошечная фигурка, на этот раз одетая в плащ из серого мха. Существо на бегу опрокинуло крошечное колесо в сторону ящика с инструментами, и из норы выкатился металлический диск, металлическая крышка от их термоса, на которой были нацарапаны 3 одинаковых круга. Через мгновение диск оказался утянут обратно в тоннель. Снова пробежал короткий звон, и вдруг все стихло. Ни шороха, ни писка, как будто целая армия миниатюрных существ моментально скрылась под землей. В этот момент к палатке подбежал Джон и увидел, что на его рюкзаке аккуратно выложена старая фотография. Их командное фото, которое все это время лежало у него в потайном отделении. На обратной стороне кто-то нарисовал тот же символ – круг и треугольник, а ниже аккуратно нацарапал линию, ведущую к нарисованным деревьям. Мужчины пошли по этой линии, сверяясь с окружающим пейзажем, пока не вышли к совсем неприметному холмику, где под корнями спрятан был крошечный механизм. Он вдруг начал крутиться сам по себе, издавая слабое урчание, и из маленького отверстия в земле выскользнула полоска бумаги. На ней уже знакомым почерком было написано «Он с нами, не бойтесь». Под этими словами стояла тонкая палочка и крошечный крестик. В этот момент все пространство вокруг словно ожило, из мха выглянули десятки глазков, миниатюрные фигурки в плащах и шапках, каждый держал что-то из исчезнувших у геодезистов вещей. Все поселение словно собралось на миг, а затем, как по команде, исчезло в зарослях и тоннелях. Ни стива, ни ответа, ни шума, только тихий ветер и рассыпанные по поляне странные символы. К концу дня, когда туман снова лег на лес, команда осталась втроем на опустевшей поляне, поняв, что их друг исчез так же загадочно, как и множество вещей. Вещи нашли новые воплощения среди таежных технологий этих крошечных жителей, а загадочное послание осталось единственным следом о том, что здесь произошло. Уже покидая пустой лагерь, они заметили у самого выхода в тайгу еще один символ – круг, треугольник и маленькая стрелка, указывающая вглубь чащи. На мгновение в мху мелькнула крошечная фигурка и исчезла, оставляя после себя ощущение, что встреча с этим народом – это только начало совершенно иной истории, о которой никто не поверит, даже если рассказать все по порядку.